Почему Пушкин наше все? И почему он же солнце русской поэзии? За что один из близких друзей вызвал его на самую первую дуэль? За что Пушкина выгоняли с работы, из коллегии иностранных дел и отправляли то в южную, то в северную ссылку? Был Пушкин декабристом или нет? И при чем тут Заяц? Зачем он пошел в журналистику? Сколько побед в его донжуанском списке? И почему Пушкин вызвал на дуэль Дантеса, если поговаривали о романе его жены с императором Николаем I? И топ-7 произведений Александра Сергеевича, которые стыдно не знать. «4 ноября 1836 года по старому стилю в квартиру Пушкиных на Мойке доставили сразу 3 конверта с анонимными письмами. Первое – с почты. Второе – от посыльного Елизаветы Хитрово, дочери Михаила Кутузова, хозяйки модного салона, давней и страстной поклонницы поэта. В уверенности, что письмо пришло к ней по ошибке, она поспешила переправить его своему кумиру. Третий конверт передал Пушкину из рук в руки начинающий писатель Владимир Сологуб. Триггер роковой дуэли на Черной речке в то утро получили еще несколько друзей Пушкина – Вяземский, Вильегорский, Рассет. Но поскольку они вскрыли конверты, передать письма адресату не решились. Во всех конвертах одно и то же – диплом рогоносца. Вот его приблизительный перевод, разумеется, с французского. В те годы российская знать, которой с рождения принадлежал Пушкин, предпочитала изъясняться между собой на языке галлов. Командоры и кавалеры светлейшего ордена всех рогоносцев, собравшихся в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена его превосходительства Нарышкина, единодушно избрали господина Александра Пушкина коадъютором великого магистра ордена всех рогоносцев и историографом ордена. Каждое слово ядовитого и грязного послания со смыслом. Опустим детали, оставим суть. Пушкину сообщали, жена изменяет ему с императором, и это никакая не тайна. Супруга, упомянутого в письме Дмитрия Львовича Нарышкина, 14 лет была любовницей Александра I, предшественника действующего императора Николая I. Коадъютор означало преемник. Так называемый донжуанский список Пушкин составил еще до свадьбы в альбоме Елизаветы Ушаковой. Он насчитывал 37 имен, от Аграфены до Екатерин I, II, III, даже IV. Но это не был дневник его альковных побед, перечень женщин, которые восхищали поэта. Возлюбленным поэт часто посвящал стихи и не стеснялся их подписывать, пока был холост. «Алина, сжальтесь надо мною, не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно». Стихотворение «Признание» посвящено Александре, падчерице соседки Пушкина по селу Михайловское, помещице Прасковье Осиповой. Пушкин долго не решался вручить стихи девушке, в которую был страстно влюблен. В измену жены Пушкин не верил. Однако диплом рогоносца требовал сатисфакции. Пушкин подозревал. Его сочинил гвардейский офицер Жорж Дантес, приемный сын голландского посла Геккерна, навязчивый поклонник Натальи Николаевны. Вызвал наглеца на дуэль. Дантес попросил 2-недельной отсрочки, а за это время сделал ход конем. Предложение старшей сестре Натальи, Екатерине Гончаровой. Жизнь Пушкина била ключом. Тут и писательской фантазии не нужно особой, чтобы сочинять бестселлеры. Читая Пушкина, мы действительно читаем его исповедь. Как всякий творец, он делился с аудиторией рассказами о самом себе. «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть сумел». Но любую историю, хоть в стихах, хоть в прозе, в молодые, эмоционально восторженные годы и в зрелые, прозорливые, Пушкин умел повернуть самой интересной для читателя стороной, что и сделало его при жизни самым модным российским сочинителем, а после смерти – классиком. Он был первым, кто зарабатывал в Российской империи писательским трудом. До Пушкина этот труд считался чем-то вроде хобби и очень заботился, чтобы его, как сочинителя, публика приняла и полюбила. Роман в стихах Евгений Онегин.
Критик Виссарион Белинский назвал его энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением. Онегина Пушкин сочинял 7 лет и назвал работу над романом подвигом. На фоне картин русской жизни автор показал драму поколения после наполеоновских войн, завлекая читателя сердечными перипетиями главных героев. В детстве Пушкин страдал от недостатка родительского внимания. Мать и отец всецело были поглощены светской жизнью. Чаще рядом оказывалась бабушка, гранд-мама Мария Алексеевна Ганнибал и няня Арина Родионовна. В отличие от модных в то время иностранных гувернеров и гувернанток, они учили его простой, ясной и меткой русской речи. Но панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет. И вижу я, винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог пестреть гораздо меньше мог иноплеменными словами. Поэт родился 6 июня 1799 года в Москве в семье отставного майора и потомственного дворянина Сергея Львовича Пушкина. На момент рождения Саши дворянскому роду Пушкиных по отцу было около 700 лет. Не это ли чувство личной причастности к истории России подвигло его на революцию в стилистике и лексике русского литературного языка? Он избавил его от переизбытка иностранных заимствований и тяжеловесных словесных конструкций, сделал близким и понятным простому народу, а потом заставил заговорить на нем аристократов. В прозе Пушкин тоже не изъяснялся, а писал простым человеческим языком. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Пот катился градом. До Пушкина литераторам, впрочем, как и читателям, в страшном сне не могло присниться такое натуральное и экспрессивное описание переживаний. В России именно Пушкин стал первооткрывателем реализма во всех основных литературных жанрах, включая драму. Он позволял не скрывать своим героям недостатков и слабостей. В литературу вошли образы маленького человека, станционного смотрителя, гробовщика, крепостных. Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Цикл, состоящий из 5 повестей: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка». Первое завершенное произведение в прозе. Мать Пушкина, Надежда Осиповна, была внучкой знаменитого арапа Петра Великого. Родом абиссинец, будущий генерал-аншеф русской службы, Абрам Петрович Ганнибал был закуплен забавы ради во время первой поездки молодого Петра I в Западную Европу или привезен из Константинополя. Мнения историков расходятся. По воле царя Ганнибал крестился, выучился на инженера и женился, чтобы пустить в России корни. Дважды. Детей у Ганнибала было 11, но не все дожили до взрослых лет. Один из них, Осип, стал дедом поэта. Придет время, Пушкин по крупицам станет собирать родословную своего африканского предка и сделает попытку увековечить его имя в литературе. «Арап Петра Великого» – незаконченный исторический роман, где на фоне выдуманной романтической истории женитьбы Абрама Ганнибала описываются традиции Петровской эпохи. При жизни Пушкина были опубликованы лишь 2 избранных отрывка. Любопытный факт. В Эфиопии, на родине арапа Петра Великого, Александра Сергеевича почитают как национальную гордость. В столице, Аддис-Абебе, есть площадь Пушкина, а его бронзовый бюст установлен у ворот Национального музея. Африканские корни сказались не только на внешности. Поэта порой терзали африканские страсти. Вдруг так развернется и расходится, что ничем его не уймешь. Из одной крайности в другую бросается. Нет у него середины. Не знаю, что выйдет из моего старшего внука. Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо. Так о нем отзывалась бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал. Плохо, скорее по части точных наук. Учился гений литературы неровно, то взлет, то провал. Что касается наук гуманитарных, Пушкин с детства преуспевал. Часами пропадал в отцовской библиотеке. Занимался самообразованием и позже считался одним из интеллектуалов своего времени.
Несмотря на вечное безденежье, к концу жизни собрал библиотеку из 3500 книг, гигантскую даже по современным меркам. Знал иностранные языки. Свой первый опус Пушкин сочинил на французском. Тогда ему было всего 8. Комическую пьеску старшая сестра Ольга высмеяла. Но Саша не расстроился и сам на себя написал эпиграмму: «Твоя комедия освистана портером за то, что спер ее ты у Мольера», уже на русском. Благодаря ходатайству Александра Ивановича Тургенева, друга семьи Пушкиных, в 12 лет Саша поступил в только что открытый Царскосельский лицей. Элитарное учебное заведение, по замыслу его основателя, императора Александра I, было призвано взращивать поросль особой касты образованных государственных деятелей России. Казалось, будущее Пушкина предрешено – быть ему дипломатом. Тем более языки давались легко. В лицее Пушкина прозвали французом за виртуозное владение французским языком и знание французской литературы. Правда, вскоре с подачи однокурсника Михаила Яковлева переименовали в обезьяну. В ответ Пушкин наградил Яковлева прозвищем «Пояс 200 номеров» за склонность к лицедейству. Потом уже коллективное творчество лицеистов добавило к обезьяне прозвище «Тигр» и даже соединило их вместе. Смесь обезьяны с тигром, намекая на вертлявость и вспыльчивый нрав Пушкина. В ответ Пушкин сочинил стихотворение «Мой портрет». В переводе с французского оно звучало примерно так: «Сущий бес в проказах, сущая обезьяна лицом, много, слишком много ветрености, таков Пушкин». Это было правдой. Вот что вспоминал о Пушкине один из лучших его друзей-лицеистов, Иван Пущин. Случалось точно удивляться переходам в нем. Видишь, бывало его поглощенным не по летам в думы и чтения, и тут же внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучше и не способный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Так и хочется добавить: «Ай да сукин сын». Эти слова о себе любимом Пушкин спустя годы написал, расхваливая собственную драму «Борис Годунов» в письме другу Вяземскому. Драма «Борис Годунов». На написание Пушкина вдохновило чтение многотомного сочинения Николая Карамзина «История государства российского». Знакомство двух друзей, Вяземского и Пушкина, случилось во время учебы поэта в Царскосельском лицее. Оба посещали закрытый литературный кружок «Арзамасское общество безвестных людей», коротко «Арзамас». Там же Саша сблизился с лучшими литературными умами своего времени – Жуковским, Батюшковым. Пушкин до конца дней ценил лицейское братство. Именно там, в лицее, впервые оценили его поэтический дар. Потом старался не пропускать встречи однокурсников, в те годы, когда ему разрешали въезд в столицу. Тем не менее, одним из первых на дуэль Пушкин вызвал друга-лицеиста. Не поединок, а анекдот. Он стрелялся с Вильгельмом Кюхельбекером, Кюхлей. Тот частенько захаживал к их общему знакомому, поэту Жуковскому, читал свои стихи и требовал оценки. Василий Андреевич терпеливо слушал, похваливал из вежливости. Однажды Жуковский был зван на вечер, но не явился, и объяснил свое отсутствие так: «Я еще накануне расстроил себе желудок, к тому же пришел Кюхельбекер». Пушкин немедленно отреагировал эпиграммой: «За ужином объелся я, да Яков запер дверь оплошно, и было мне, мои друзья, и Кюхельбекерно, и тошно». Как только эпиграмма дошла до Кюхли, он потребовал от Пушкина удовлетворения. Секундантом пригласили однокурсника Антона Дельвига, будущего основателя легендарной литературки, литературной газеты. Кюхельбекер до этого случая ни разу не держал в руках оружие. К тому же был близорук. Зная об этом, Пушкин съехидничал, обращаясь к секунданту: «Встань на мое место, здесь безопаснее». Раздался выстрел, Кюхля прострелил Дельвигу фуражку. Ответного выстрела Пушкин делать не стал. «Полно дурачиться, милый, пойдем чай пить», — сказал другу. Если верить пушкинистам, на счету Александра Сергеевича около 2 десятков дуэлей, счастливых, и одна роковая. Пушкин никогда не был декабристом, хотя советские учебники десятилетиями утверждали обратное. Ведь один из лидеров восстания, впоследствии казненный Кондратий Рылеев,
будучи соиздателем литературных альманахов «Полярная звезда» и «Звездочка», печатал Александра Сергеевича, в том числе первые главы Евгения Онегина. Есть предположение: Пушкин каким-то образом узнал о готовящемся выступлении на Сенатской площади, и, хотя ему было запрещено покидать Михайловское, велел заложить сани и уже выехал в столицу, когда внезапно перебежавший дорогу заяц заставил повернуть назад. Это считалось очень плохой приметой. В 2000 году в Михайловском был поставлен памятник зайцу, спасшему поэта от тюрьмы и каторги. Через год после восстания декабристов в тетради черновиков Пушкина появилась неоконченная строка: «И я бы мог». Профили друзей, наброски ворот Петропавловской крепости и 2 рисунка с фигурками повешенных. Спустя 2 года после восстания именно Пушкин напишет «Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье, разбудит бодрость и веселье, придет желанная пора». В глубине сибирских руд. Стихотворение передано Пушкиным декабристам, отбывающим ссылку через Александру Муравьеву, который последовал за мужем в Сибирь. Впервые опубликовано в 1856 году. До этого передавалось в списках. Но, как сказали бы в наши дни, систему Пушкин раскачивал. Еще со времен первого официального места службы – коллегии иностранных дел туда в 1817 году в чине коллежского секретаря Пушкин был распределен после окончания Царскосельского лицея. На службе он только числился. Писал политические эпиграммы, стихи, поражающие современников своим вольнодумством. Названия говорили сами за себя: «Вольность» на Аракчеева. Через 3 года его перевели из столицы в Кишинев за то, что он наводнил Россию возмутительными стихами. В ночь с 6 на 7 апреля 1820 года Пушкин закончил поэму «Руслан и Людмила». Там русский дух, там Русью пахнет. Поэма «Руслан и Людмила». Сказка, вдохновленная русскими былинами с элементами легкой эротики. Написана 4-стопным ямбом, который отныне становится господствующей формой русской стихотворной речи. Уже утром в записке с посыльным Пушкин сообщает Василию Жуковскому о написании поэмы. В тот же вечер читает ему последнюю главу, после чего Василий Андреевич дарит Пушкину свежий оттиск своего литографического портрета с хрестоматийной надписью «Победителю-ученику от побежденного учителя». Все последующие за этим 17 лет жизни Александра Пушкина его слава шла по нарастающей. Официально он состоял на государственной службе, но посвятил себя целиком литературной деятельности. Творческое наследие Пушкина – это 826 стихотворений, 7 сказок, 16 повестей и романов, 6 драм, 14 поэм, 1 роман в стихах и 52 публицистические работы. В 1830-х поэт увлекся изучением истории России. Разрешение на доступ в архивы получил лично от Николая I. Незадолго до этого император объявил себя личным цензором поэта. Так началась работа над написанием незаконченной истории Петра и большого исторического труда о Пугачевском бунте. Правда, подцензурный Пушкин взял на себя встречные обязательства – не участвовать ни в каких тайных обществах. Гений Пушкина проявил себя и в журналистике. Поэтов хвалят все, питают лишь журналы, катится мимо их фортуны колесо. Отстаивание авторского права на печатное слово занимает Пушкина с начала его писательского творчества и до последних дней. 16 декабря 1836 года, отвечая на письмо французского посла Баранта, которое содержит просьбу рассказать о правилах литературной собственности в России, сетует: «Литература стала у нас значительной отраслью промышленности лишь за последние лет 20 или около того. До тех пор на нее смотрели только как на изящное и аристократическое занятие». Безусловно, это было заслугой Пушкина, писателя, журналиста и публициста. Последний год жизни он был занят издательским делом. Пушкину Россия обязана выходом в свет первых номеров литературного журнала «Современник». Даже близкие друзья не все понимали тогда, зачем он затеял эту канитель. Пушкин устал жить в долг. У него 4 детей – Мария, Александр, Григорий и Наталья.
Он помогал материально младшему брату, Левушке. Первая красавица столицы, Наталья Николаевна, на которой поэт женат, стойко переносила тяготы спутницы жизни литератора. Но даже ангельскому терпению есть предел. Пушкин пытался, наконец, начать солидно зарабатывать, не перебиваться от гонорара к гонорару. Не успел. 10 января 1837 года по старому стилю сестра жены Пушкина, Екатерина Гончарова, становится женой Дантеса. После свадьбы конфликт с названным сыном голландского посланника, по идее, должен быть исчерпан. Но этого не происходит. В свете продолжают распускать гнусные слухи в адрес поэта и Натальи Николаевны. 25 января Пушкин отправляет Геккерну резкое письмо. По сути, повторный вызов. И дуэль состоялась. Солнце русской поэзии закатилось, по меткому выражению Владимира Адоевского, автора пушкинского некролога. Хотя о том, кто и зачем в действительности отправил неудобному власти литератору пасквиль, историки и литературоведы спорят до сих пор. Александр Сергеевич так полюбился простому народу, что о нем рассказывали легенды. Пушкин даже метро предсказал, уверяют почитатели поэта, число которых с годами не уменьшается. Приводят в пример строки из Онегина. «Шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересекут. Мосты чугунные через воды шагнут широкою дугой. Раздвинем горы под водой, пророем дерзостные своды». Пушкин — наше все. Представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужими, другими мирами. Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности, сказал о нем Аполлон Григорьев. И эти слова каждый, говорящий и пишущий по-русски, понимает всем естеством.